Друзья, привет! Меня зовут Максим, а это значит, что вы на канале Moto Maximus. Буквально недавно я рассказал и показал вам свою экипировку с AliExpress, которой я пользовался ровно год, рассказал все ее плюсы и ее минусы, и вы задали мне справедливый вопрос. А что насчет шлема, который ты также вместе с ней купил год назад? Собственно, вот он, шлем, и давайте поговорим о его плюсах и минусах. Начнем с того, что этот шлем достался мне ровно год назад по цене 8000 рублей. Соотношение цены и качества я ставлю плюс этому шлему, однозначный, уверенный плюс. И давайте начнем, наверное, с его вообще плюсов, а потом в конце я расскажу о его минусах, потому что все вы видели, что для своих дальних путешествий я купил новый Nolan N72X, соответственно, какие-то минусы у этого шлема были, раз я решил купить себе более дорогой шлем. Итак, начнем с плюсов. Ровно год назад я получил ровно то, что хотел, я искал шлем класса Tour Enduro, и давайте разберем его в деталях. Что касается визора, качество визора меня полностью устраивает, откатался я с ним и в дождь, и в солнце, все замечательно. Визор большой, обзорность хорошая, механизм на визоре за год я никаких изменений в его работе не заметил, меня все устраивает. По поводу отстегивающейся бороды, мне очень нравится этот девайс, вы все знаете, я вам неоднократно говорил. Несмотря на то, что вот эти механизмы первоначально показались мне хлипенькими, год отработало, все держится, все замечательно, вот такой вот клапан здесь ветровой стоит, все супер, вопросов никаких к бороде нету, я даже вот прикрепил на нее крепление для экшн камеры, снимал от первого лица, в общем, этот механизм меня полностью устраивает. Идем дальше, также тут есть солнцезащитные очки выплывающие, вот они, я вам их показываю. Механизм работает немножечко топорно, грубенько, так знаете, но тем не менее, год они туда-сюда прыгали, все работает, ничего не сломалось, отстегиваются, протираются, моются, все замечательно, нареканий у меня нету. Пожалуй, отдельным плюсом я назову качество внутренней отделки шлема, потому что когда вы идете на покупку дешевого шлема, вы автоматически ожидаете получить там дешевые материалы, которые и первоначально на ощупь сразу становятся понятны, ну и потом в процессе эксплуатации 1-2 стирки и начинает все разваливаться. Внутренность я стирал за сезон, 3, может быть 4 раза. Все выглядит просто замечательно. Можете посмотреть. Нигде не выпадают никакие нитки, ничего не кошлатится, не отваливается. Все вот механизмы, когда вы разбираете, собираете, все защелки, все на месте, все работает. Поэтому по внутренней отделке это однозначно твердый плюс. По поводу его вообще эргономики, он мне понравился тем, что он довольно-таки легкий и довольно-таки хорошо вентилируется. Возможно, за счет своей простоты вот этой вот. В общем, в жару мне очень нравится, как он продувается, как он вентилируется. У него вот здесь наверху есть два больших таких воздухозаборника. Я вначале не понимал, будет хватать или нет. Продувается, голова просто замечательно. Плюс ко всему, вот эти вот окошки под козырьком, сейчас мы к ним еще вернемся, они как раз направляют потоки воздуха вот в эти два воздухозаборника, и в шлем воздух заходит просто замечательно. Ну и теперь, друзья, подходим, наверное, к минусу одному, самому главному. Я искал шлем класса Tour Enduro, мне очень был важен вот этот вот козырек. Я получил то, что хотел, и по сути самый главный свой функционал этот козырек выполняет. Он защищает мои глаза от солнца. Но получив этот козырек как опцию в плюс, я также вместе с ним получил и минусы. Давайте расскажу какие. Во-первых, инженеры придумали вот тут такой вот маленький еще козырек в козырьке, который двигался. Ну, двигался он может быть где-то на сантиметр. Ну и инженеры, скорее всего, преследовали такую цель, что я могу увеличивать или уменьшать длину козырька, тем самым увеличивать или уменьшать расстояние, которое закрывает меня от солнца. Но по факту, друзья, я ее приклеил на герметик буквально после второй поездки, потому что эта штука безумно дребезжит. Функционал от нее не особый, а вот дребезжит она капитально. Все это отдает в голову, поэтому она сразу была приклеена. Ну и дальше, обращаясь опять же к инженерам, вот здесь вот, где я наклеил черные полосы, здесь козырек разъединяется с этой стороны и разъединяется с этой стороны. Суть в том, что инженеры продумали этот козырек так, что если он вам не нужен в дороге и вы его отстегиваете, вы можете разобрать его, он разбирается на 3 части, очень компактно складывается, убирается куда-то в сумку. Но эти соединения точно так же скрипят и дребезжат, как вот этот вот козырек, поэтому их тоже пришлось проклеить, дабы не слушать эти звуки, ну и соответственно весь этот функционал по собиранию, разбиранию козырька он ушел. Ну и самый главный большой минус, не могу сказать, то ли вот эти вот
пустоты, да, которые сделаны, вы видите, между шлемом и козырьком, то ли они маленькие, то ли они спроектированы неправильно. Их основная задача это, чтобы встречный поток воздуха, который врезается в мой визор, он уходил сюда назад, и чтобы у меня козырек не работал как парус, не задирал мой шлем вверх. Ну и в общем вот не могу понять, то ли маленькие эти дырки, то ли спроектированы неправильно, но при сильных порывах бокового ветра, когда я чувствую, что ветер ударяется мне в шлем, этот козырек издает неприятный гул. Сказать, что мне задирает шлем вверх, не могу сказать, все-таки с этим оно справляется. А вот гул от проходящего здесь воздуха, он однозначно присутствует. Поэтому это самый большой и главный минус этого шлема, то что в нем очень много посторонних шумов. И в основном все эти посторонние шумы идут от козырька. Но даже когда я его убираю, нужно понимать, что этот шлем, ну это не самый высокий класс защиты вас от шумов. Поэтому вот это его самый главный и большой минус, из-за которого я и принял решение взять себе шлем более тихий, который подойдет мне более всего для моих дальних путешествий. По поводу гарнитуры. Гарнитурой я доволен более чем, но вы знаете как, у нее тоже есть и плюсы, и минусы. Я могу сказать, что вот эта гарнитура, она под стать к этому шлему. Она играет довольно-таки неплохо, и слышно меня прекрасно, когда я разговариваю по телефону, и я слышу прекрасно, но все это до 100 км в час. Когда я разгоняюсь свыше 100 км в час, тут, наверное, в сумме работает и шумность шлема, и слабенькие динамики, микрофон этой гарнитуры. Она, конечно, уже после 100 ее слышно плоховато, честно вам скажу. Любимый свой трек, в общем, вы нормально с ней не послушаете. Но я могу сказать, что у этой гарнитуры есть один большой и неоспоримый плюс. И этот плюс вот он. Это пульт на руль. Дело в том, что когда я выбирал эту гарнитуру, именно ее я взял не из-за ее дизайна или не из-за каких там ее технических характеристик. Я взял ее вот из-за этого замечательного пульта. Весь сезон 2020 года я откатался с этой гарнитурой. Этот пульт стоял у меня на руле под левую руку. И я вообще, признаюсь вам честно, забыл, когда последний раз я тянул руку к гарнитуре, чтобы что-то там настроить. Дело в том, что у меня на данный момент 3 разные гарнитуры. На них по-разному расположены кнопки. Функционал примерно один и тот же, но кнопки расположены по-разному, и мне приходится каждый раз вспоминать. Вот с этой гарнитурой нет никаких проблем. С этого пульта вы можете полностью ее управлять и делать все, что вы хотите. Поднимать, класть трубку, включать, выключать музыку, радиостанции, перелистывать, искать, менять треки, в общем, громкость регулировать. Она делает все. Единственное, чего не делает этот пульт, он не включает и не выключает гарнитуру полностью. Это нужно сделать рукой, нужно один раз ее включить, когда вы начинаете движение, и один раз потом выключить. И все, друзья. Поэтому резюме по шлему и по гарнитуре, собственно, такое. Если вам нужен недорогой и в принципе довольно-таки качественный и многофункциональный шлем, я хочу заметить, что он многофункциональный, у него есть и отстегивающаяся борода, у него есть и очки, у него есть и козырек, который в принципе можно демонтировать и ездить без него, то за эти деньги такое качество это просто супер. Гарнитура вполне хороша, но опять же не расцениваем ее как элемент для прослушивания своего любимого трека и не расцениваем этот шлем и эту гарнитуру как то, с чем можно отправиться в серьезное путешествие. Основываясь на своих предпочтениях и на своих желаниях, я все-таки купил себе шлем подороже и гарнитуру подороже, для того, чтобы было получше звучание. Я, конечно же, лишился вот этого замечательного пульта, но все мы чем-то жертвуем ради чего-то другого. Вообще, вот такие пульты я бы советовал всем производителям всех гарнитур, чтобы они производили как опцию, чтобы к любой фирме можно было докупить пульт и переключать, не убирая руки с руля. Но это уже мои какие-то хотелки. По итогу, друзья, цена-качество соотношение шикарное, функционал довольно-таки широкий для такого шлема. И я этот шлем с этой гарнитурой себе оставляю для каких-то коротких небольших поездок на работу, в магазин за хлебушком, тут между городами проскочить, чтобы вот не затирать, не заюзывать свой новый Нолан, который стоит и денег подороже, и все. Этот шлем меня более чем удовлетворит вот в таких поездках между городами, там длиной 30, 50, там 100 километров. Меня все это устраивает. Поэтому его оставляю для коротких, небольших пробегов. Потому что на более дальнюю дистанцию хочется все-таки ветрозащиту получше и музыку покачественнее. Я надеюсь, вам был полезен этот обзор. Если вы решите его покупать и у вас еще останутся какие-то вопросы, пожалуйста, все ссылки в описании. Я всегда на контакте. Пишите, чем смогу, помогу, отвечу. Какое-то, может быть, дополнительное фото, видео вам сделаю, скину. Поэтому, друзья, давайте подведем итог этому небольшому обзору. Лично от себя в сезоне 2021 года желаю, чтобы у вас был самый лучший шлем и самая лучшая гарнитура. Именно тот шлем и та гарнитура,
которые устраивают именно вас. Ну и самое главное, в сезоне 2021 года, друзья, как можно больше путешествуйте. И всем добра!